Привет всем любителям трэшовых инди-хорроров из Стима. Первый месяц 25 года уже позади, и совсем скоро начнут выходить крупные, суперизвестные игры. Весна ведь самый сочный период для релиза высокобюджетных проектов. Но пока RPG, экшен и мультиплеерные игры доминируют в индустрии, где-то на задворках еле плетется, кряхтя, как старый дед без вовремя принятых таблеток, жанр хорроров. Мне кажется, уже давно пора забыть про AAA проекты от крупных студий в этом жанре. Ведь по сути только Capcom со своим Resident Evil двигается вперед, а остальные неохотно выпускают что-то новое, и то редко, либо ремейки. И как мы знаем, если крупные издатели не добирают, эту нишу занимают инди-разработчики. Они-то в жанре ужастиков и способны подарить нам что-то по-настоящему уникальное, радуя геймплеем, сюжетом и атмосферой. Помните начало 2000-х, когда вышли такие уникальные проекты, как Manhunt или Condemned Criminal Origins? Они предлагали атмосферу, от которой кровь стыла в жилах, и по тем временам казались инновационными в плане геймплея, затащили и не отпускали до самого финала. Про стилистику говорить даже не нужно, эти игры до сих пор появляются во всяческих топах лучших хорроров. Ставьте лайк и пишите в комментариях, если хотите увидеть мой личный топ хорроров. Прошло много лет, но никто особо не пытался воссоздать нечто подобное. Были лишь скромные инди-проекты, зачастую так себе, и это я еще мягко выражаюсь. И вот недавно появилась одна интересная игра от очень талантливого человека, который является фанатом Manhunt и Condemned, и всегда мечтал сделать что-то похожее. Пусть ее финальный результат не шедевр на следующие 100 лет, зато это достойная игра, которая черпает вдохновение в культовых хоррорах, но при этом достаточно самобытна и имеет собственный стиль. Давайте же вместе посмотрим и оценим новое творение Дэвида Зимански Butcher's Creek. Прежде чем нырнуть во все сюжетные перипетии и геймплейные механики, я хочу немного рассказать вам про разработчика и сам процесс создания проекта. Он был по-настоящему адовым. Дэвид очень крутой инди-разработчик, ставший известный благодаря убойному бумер-шутеру Dusk. Если не знаете, у меня на канале есть разбор этой игры. До этого он делал простенькие хоррор-бродилки, но они не особо популярны и ничем не запоминаются. Вообще, мистер Зиманский — это американский аналог Зулина, большой бородатый мужик, который вместо обзоров делает собственные проекты. После релиза Dusk он взялся за раннюю версию Butcher's Creek. Давно мечтал сделать инди-аналог Condemned с брутальной боевой системой и захватывающей атмосферой. Но что-то пошло не так, и разработка затянулась на долгие 6 лет. Да-да, впервые проект начал делаться еще в 2019 году. За это время Дэвид настолько выгорал, что периодически переключался на другие игры. Так появились Chop Goblins, Pony Factory, Iron Lung. Но за ними всегда маячил Butcher's Creek. В какой-то момент он чуть ли не окончательно сгорел и выложил занятное видео «Код Butcher's Creek — это полный провал», где рассказывает о проблемах, возможных решениях и вообще пребывает в некотором офигевании от происходящего. Butcher's Creek, that game that I'm releasing in 2024. So this game is a fucking mess. This code base is a mess. Look at this. Look at this. Look at this. This is the enemy AI script. Look at this. Why did I do this? Кстати, само это видео крайне интересное. Оно наглядно показывает реальные проблемы разработки, дает понять ход мыслей создателя и варианты выхода из ситуации. Тут Дэвид не сидит в уютном кресле, рассказывая о величии своего проекта, а прям таки кричит и смеется от раздражения, не понимая, почему многое не работает. Однако в итоге он взялся за дело профессионально, вырезал все, что не функционировало, допилил рабочие механики, собрал их в цельную картину. И в конце января 2025 года Butcher's Creek наконец-то релизнулся в Стиме. Почему я все это рассказываю? Во-первых, чтобы сформировать одну мысль. Проект явно старается подражать своим кумирам, и во многом это получается. Но есть моменты, где игра буквально падает в грязь лицом, сделав первый же шаг. Тем не менее, Дэвид сумел сбалансировать слабые стороны фирменным стилем, что в итоге превратило в игру во что-то самобытное, со своим собственным лицом. Сюжет повествует о человеке, помешанном на снаф-фильмах, записях реальных пыток и убийств. Он узнает, что где-то в лесах скрывается убежище под названием Butcher's Creek, где собрались опасные преступники, чтобы снимать на кассеты свои кровавые подвиги. Герой решает найти заветные пленки и выяснить, что за люди там обитают, поэтому уходит далеко в лес, добирается до странной хижины и его вырубают. Просыпается он в клетке абсолютно голым, но неподалеку лежит канцелярский нож.
Выбираясь из заточения, протагонист начинает путь к свободе. Завязка простая, нет озвученных диалогов и катсцен, объясняющих, что происходит. Как и в большинстве инди, подача сюжета происходит через записки и окружения, локации, надписи, предметы, события. И здесь у игры все в порядке. Записок много, и они очень интересные. Изначально поиски снов кассет и логово убийц кажутся чем-то одним, но потом оказывается, что это история про культ, поклоняющийся некому смотрителю и творящий все эти зверства ради него. По ходу прохождения вы будете находить записи, которые приоткроют суть происходящего и роль главного героя. Это огромный плюс. Игровой мир старается быть живым. Культисты в переписке обсуждают разные темы, делятся сомнениями, у них есть тайны. Мы еще вернемся к этому позже, ведь в этом кроется одна из главных фишек – особый стиль проекта. Геймплей можно описать мемом: «Мама, хочу Condemned Criminal Origins». Ну, сынок, у нас уже есть Condemned дома, а дома Butcher's Creek. Игра фокусируется на исследовании относительно небольших, но атмосферных уровней на ближнем бое с использованием различных подручных инструментов: молотка, топора, канцелярского ножа, плоскогубцев, гаечного ключа, кирки, доски с гвоздями и так далее. Если вы играли в Condemned, сразу почувствуйте себя как рыба в воде. Подбираете все, что плохо лежит, и идете крошить врагов. Есть блок: при своевременном парировании враг ненадолго застагерится, а вы получите бонус к выносливости. Есть пинок, чтобы отталкивать противников. В остальном просто машите оружием, пока враг не рухнет на пол. Выглядит это неплохо, со смачными звуками и кровавыми эффектами. Отлетают головы, выбиваются зубы, брызги попадают на стены и оружие, но это в основном детали. Сама боевая система очень проста. Когда поймете ее механику, можно сильно не напрягаться. Я, например, прошел игру, почти не пользуясь блоком, просто пятился назад, пока враги били в пустоту, а комбинация пинок плюс удар вводил их в постоянный стагер, и они уже не могли мне ответить. Искусственный интеллект, увы, хромает. Враги не прячутся, не пытаются обойти, а просто медленно идут на вас, увидев. Сложность в том, что берут они числом, поэтому нужно следить за выносливостью и своей позицией, иначе легко получить пару ударов сзади. Да, это упрощенная система, тут нет живости врагов, как в Condemned, где противники могли на низком здоровье убегать и нападать из-за угла. Но повторюсь, это работа одного человека, да еще и с кучей проблем в разработке. Бои разбавляются ловушками. В комнатах порой можно швырнуть во врагов какой-нибудь предмет, встретить пилы, огнеметные фонтаны или пропасти, в которые весело скидывать культистов и смотреть, как их рэгдолит. Отдельно отмечу механику сейвов и лечения. Герой настолько одержим снаф-фильмами, что ему не нужны обычные аптечки. Стоит снять на камеру кровавую сцену пыток или убийства, и здоровье восстанавливается. ХП здесь мало, враг может убить буквально за 3-4 удара, так что важно быть осторожным и выбирать момент для атаки. Кроме того, в локациях можно найти кассеты, применяемые в двух случаях. Во-первых, чтобы сохраняться у разбросанных тут и там телевизоров, привет Манхант, ведь автосейвов нет. Во-вторых, некоторые запертые двери можно открыть только с помощью кассеты. Иногда это нужно по сюжету, но порой вы найдете за дверью крутое оружие, полезные фотки для пополнения ХП и интересные записки. Кассет хватает, если внимательно исследовать окружение, а не бежать напролом. В целом, геймплей выглядит как блеклая копия Condemned, и вы можете спросить, зачем же Butcher's Creek заслуживает внимания? На мой взгляд, дело в двух вещах: хоррорной составляющей и особом авторском стиле Дэвида Зимански. Butcher's Creek — это действительно survival horror с медленной, но эффектной боевкой, где вы порой чувствуете себя жертвой. Способствует этому ретро-фильтры, темная мрачная картинка и шикарный саундтрек, особенно ambient. Кажется, что вас преследуют даже в лесу, где слышатся шорохи и шаги. Обернетесь — никого нет. В темных туннелях скрипят трубы, а из дальних коридоров доносится что-то неясное, от чего невольно тревожишься. Встреча с первым врагом тоже впечатляет. Никаких катсцен, просто случайная, но пугающая стычка в подвале. Игра мастерски чередует действительно жуткие атмосферные моменты со сценами брутальных схваток, где звучит более бодрый трек. Скажем, в одном эпизоде вы бродите абсолютно голым в ночном лесу, под дождем, и вспышка молнии на секунду освещает приближающихся из-за деревьев врагов. Это единственный шанс понять, где они, и у вас появляется выбор – ждать новой молнии или двигаться вслепую. Оба варианта заставляют нервничать, ведь оказаться окруженным на открытой местности в кромешной тьме – сомнительное удовольствие. Иногда проект дает расслабиться, например, вы спускаетесь в подвал с молотком, музыка постепенно повышается, а затем бах, и в соседней комнате куча врагов и большая дыра в полу. Тут игра на время превращается в тупой экшен с драйвовым саундтреком.
давая выплеснуть адреналин. И вот мы подходим к главному, фирменному стилю Дэвида Зимански. У него особенное чувство юмора, и он умудряется вплести отсылки и забавные моменты в те места, где вроде бы нет места шуткам. Как, казалось бы, разбавить юмором игру про банду кровожадных убийц? Очень просто, показать характер и живость культистов. В записках они обсуждают героя: «Эй, поймал этого тупицу лесопилки, готовьте его к пыткам». Или жалуются, что все носят одинаковую одежду и живут в подвале, а им хотелось бы хоть денек провести дома. Где-то описывается магический дом, в котором живут упоротые ребята. Один из них обожает вытаскивать кости, превращая жертву в железного человека. А остальные говорят, что он совсем не в ту степь пошел. В клубе культисты пишут, что для разжигания кровожадности и похоти надо приглашать женщин на стриптиз, причем каждая должна приносить себе еду сама. Такого рода детали делают мир Butcher's Creek не только жестоким, но своеобразно живым. Есть в игре ядовая концовка, в хорошем смысле, а еще приятный факт. Butcher's Creek связан с другими проектами Дэвида, Squirrel Stapler и The Pony Factory. Если вы их не знаете, это будет просто интересное открытие, а если знакомы, сможете уловить кросс-детали и даже интересные локации. После финала, уверяю, вопросов у вас больше, чем ответов, и хочется узнать, что будет дальше. В среднем Butcher's Creek проходится за часа 2-3, если не идти напролом, а исследовать все вокруг. Игра стоит недорого, и для инди-хоррора выглядит недурно. Это, конечно, не шедевр, который вы должны бежать и покупать прямо сейчас. У нее была реально сложная разработка, многие идеи и механики вообще вырезаны. Но Дэвид сумел подарить нам занятный инди-хоррор со своей простой, но эффектной боевкой в стиле Condemned, с увлекательной историей, хочется узнать, чем все закончится, и мрачной напряженной атмосферой. При этом он удачно разводит жуть простенькими пазлами, случайными движухами или внезапной шуткой, чтобы игрок мог выдохнуть и улыбнуться. Из-за этого время в Butcher's Creek летит незаметно. Я, например, поставил себе чай перед началом прохождения и за 2 часа прошел игру, едва заметив, как пролетели эти 2 часа. Так что если вы любите инди-хорроры с интересным сюжетом, простенькой, но бодрой боевкой а-ля Condemned, действительно неплохим лором и атмосферой, смело берите Butcher's Creek, не пожалеете. Дэвид говорил в одном из своих видео, что это его последняя игра на Unity, и несмотря на все проблемы, у него получилось выдать вполне достойный результат. Искренне желаю ему успеха в дальнейших проектах и с нетерпением жду новинок. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще заглядывайте на мою кураторскую страницу в Steam, достойны или нет хорроры, где я рекомендую разные ужастики. Я регулярно стримлю на Twitch, YouTube и VK Play Live, где мы вместе проходим хоррор-игры и пугаемся в прямом эфире. Все ссылки в описании. Всего вам наилучшего и до скорой встречи!